А знаете, что ко мне сегодня приехало? Это портативный монитор. Вы слышали когда-нибудь о портативном мониторе? Крутая штукенция. Слушайте, ну вот коробочка есть. Коробочка есть. Давайте я открою, покажу, что у нас здесь есть внутри. Приехало оно вот в таком вот ящичке. Все сохранное из Китая. Вот такой вот Portable монитор. Вот так вот. Все это круто выглядит. Давайте для начала на AliExpress посмотрим, что же я такое заказывал, и посмотрим, что я получил в натуре. Клюнул я на него очень сильно, потому что заявленные характеристики были просто невероятными. Смотрите, $177. Это не дешево. То есть за эти деньги я мог купить монитор у себя в стране, и при этом неплохой, большей диагонали. Здесь, давайте так, Full HD монитор. Давайте, смотрите. Full HD монитор, портативный, модернизированный, 15,6, IPS, HDR. Так, давайте теперь ниже посмотрим. Полный угол обзора 178 градусов, на секундочку. Подключение кабеля USB-C, двойные динамики 2 Вт, поддержка ландшафтного или портретного режима, plug and play. То есть, по сути, это обыкновенный вот матрица ноутбука, при этом хорошая матрица с HDR, с мини-дисплей портом. Вот смотрите, Anti-Blue Light, FreeSync. FreeSync поддерживает от AMD, нифига себе. Мультисигнал Transmission HDMI, DisplayPort, Type-C. Слушайте, неплохо, неплохо. Но насколько? Да, HDR гейминг монитор AMD FreeSync, 4 миллисекунды, Dual Speakers. Слушайте, вообще класс. Их можно, смотрите, 3 штучки наставить. Короче, ребят, я что-то сейчас вот смотрю и понимаю, что если там не то, что здесь я заказал, то я очень сильно расстроюсь. Хорошо, будем распаковывать, тестировать. Открываем. Коробка очень напоминает маковые коробки по жесткости. Вот у меня Mac был в M1. Вот в такой же жесткой коробке. Не буду лукавить, но я уже его открывал и прям вот загорелся им. Выглядит это как огромный планшет. То есть его мобильность заключается в том, что вы можете взять и перевозить с собой как планшет. Вы можете вот так вот его взять и поставить в разные выемки и для разного наклона. То есть он достаточно хорошо стоит, никуда не клонится, ничего с ним не происходит. Что у нас есть по интерфейсам? У нас здесь есть HDMI, есть мини-дисплей-порт, USB Type-C и USB Type-C для зарядки. Есть еще у нас вот динамик и 3.5 разъем. Смотрите, что у нас с этой стороны есть. С этой стороны есть интерфейсы, кнопки управления, и есть у нас вот этот вот OTG порт, микро-USB. Смотрите еще какая прелесть этого монитора. Я вам сейчас показываю. Дело в том, что он на магните. Вы можете его снять и закрепить на веса. У него есть весокрепление вот таким вот образом. Он очень легкий, хотя это металлический корпус. То есть его мобильность это, знаете так, крепкость и мобильность. Матовый экран, не глянцевый, матовый. Ну, что я могу сказать? Что у нас есть еще в комплекте? Комплектация достаточно богатая, очень богатая, я бы сказал. Есть USB 3.0A на Type-C. Это для питания этого монитора. Смотрите. Так, убираем пакетики. Вообще, я вам скажу, за $177 я удивился, если бы здесь было чего-то хуже, чем то, что я держу сейчас в руках. То есть, по сути, мы включаем сюда питание. Еще у нас есть, сейчас посмотрим, что здесь насовали. HDMI кабель, самый обыкновенный, Speed HDMI, ну, хрен его знает, с Ethernet, по идее, как минимум 2.0. Ладно, тоже такой момент. Вставляем его, будем потом проверять, тестить. Плюс нам дали еще чего дали? Еще дали Type-C для Type-C, Type-C на Type-C для маковых устройств. Тоже проверим на маке. Обязательно, потому что для мака это вообще такая, знаете, вещь очень интересная. Там Thunderbolt, я не знаю, если заведется на маке, вообще будет удивительно. То есть включается он сюда. И есть у нас еще мини-дисплей-порт. Я еще и ТВ-бокс сюда подключу, проверю. На самом деле для ТВ-бокса куда-то выезжать, с собой взять. И, конечно же, это у нас блок питания. А блок питания, вы знаете какой? Если блок питания с красной этой, скорее всего, он еще и с разным вольтажом идет. Ну да ладно, слушайте, вообще, прям вот нравится мне. Сейчас мы его будем включать
тот самый блок питания. Будем смотреть, что у нас получилось. Так. Выставим и включим. Та-дам. Первое включение, ребятки. О, написала No Signal. Сейчас я включаю к нему HDMI своего компа. Он определился. И сейчас будем с вами смотреть, что у него есть в меню и как с этим делом работать. Но он включился, это то, что я могу вам сказать. И показывает он на порядок лучше, чем мой лэптоп. То есть давайте мы посмотрим с вами в параметры экрана для начала. Так, что мы имеем? 1080p, отлично. То, что они заявили здесь HDR, включаем и видим, что у нас потоковое видео в режиме HDR поддерживается. Ух ты, вообще огонь. Давайте потоковое видео в режиме HDR включим. Аж интересно. То есть, по сути, при проигрывании видео в полноэкранном режиме у нас будет воспроизводиться на этом мониторе контент в HDR. Слушайте, вообще огонь. Так, HDR у нас есть. Ладно, мы еще в настройках сейчас посмотрим. Я хочу сейчас протестировать углы обзора. Давайте мы с вами выберем какую-нибудь тестовую цветную картинку. Включили тест монитора онлайн и будем поворачивать наши цвета. Так, стоять. Нам нужно картинку остановить. Так, остановили картинку. Сейчас будем поворачивать на разные углы. Будем смотреть на изменения цветов. Здесь еще у нас осветители работают мощные. То есть чуть-чуть заваливает зеленый, но цвета передаются где-то сюда. Действительно, градусов 178 здесь есть. То есть он еще в такой проекции сейчас. То есть у нас широкие углы обзора, очень широкие углы обзора. Давайте еще вниз посмотрим. Ну, норм. Норм, как по мне. По цветопередаче он абсолютно адекватный. Знаете, вот что это мне напоминает? Это действительно матрица хорошего ноутбука за 177 баксов. Вы купили, и в принципе это очень неплохое приобретение, как мобильный монитор с собой где-то в небольшой офис. Мне нравится. Так, контрастность и яркость сейчас посмотрим. Даже в стандартных настройках я вижу все градиенты, абсолютно все, слушайте. И в яркости, и в контрастности. Ну, тут у меня как бы вопросов меньше всего. Давайте мы посмотрим стандартное меню настроек. Так, это включение-выключение. Теперь это у нас кнопка яркость. Теперь у нас есть громкость сама по себе дисплея, в том плане, что здесь есть динамики. Сейчас обязательно проверим, нужно попробовать, как они работают. И вот у нас меню. Что у нас есть в меню? В стандартном есть яркость, контраст, эко. У нас есть DCR. Теперь слушайте, а где тут HDR мод? Вот он, у нас есть HDR, действительно есть, и фрисинки есть. В общем-то, слушайте, меню позволяет нам регулировать яркость, контраст, стандарты эко. Также мы можем с вами менять соотношение сторон, выставлять цветовую температуру, менять язык. Слушайте, а что у нас язык можем поменять? Есть тут русский язык вообще? Да, здесь есть даже русский язык. Вообще огонь, слушайте. Давайте на русский. Прозрачность есть, таймер OSD, OSD позиция. Также мы здесь можем выбирать различные источники. Есть у нас, давайте сейчас, сигнал HDMI. Мы переключились, куда мы переключились, непонятно. Но у нас ничего другого сейчас не подключено. Попробуем сейчас другой источник. И есть у нас, давайте в меню зайдем. HDR режим автоматический. Что он может быть у нас не автоматический? О, да, мы можем выставлять HDR мануально 2084. Это SMT 2084 в автоматическом режиме. То есть либо выключить HDR, либо автомат, либо поставить по принудительно. Но это ужасно выглядит, поэтому это нам не подходит. Слушайте, ну стандартные настройки норм. Сейчас мы попробуем включить через Type-C какой-нибудь сигнал. Пробую подключить через Type-C мой Smart. Он у меня поддерживает вывод на экраны, на внешние. Так, включил на Type-C. Но, скорее всего, со смартфона он не заведется. Я думаю, что для этого нужен нам ноутбук. Попробуем. Для чего у нас здесь Type-C может быть? Для Thunderbolt. Пробуем MacBook Pro. А также пробуем переключить сейчас вход через Type-C. Посмотрим, что у нас получится. Есть. Через Type-C он подходит для маков. Он завелся. То есть мы видим сейчас сверху у нас появилась
Ага, все загрузилось. То есть он работает сейчас как второй ноут. Вот у нас есть Mac подключен. Он работает через второй ноут. Мы вывели сейчас настройки монитора. Давайте посмотрим, что у нас тут по цветам. Включим расширенный динамический диапазон. Слушайте, он воспринял в расширенный, он HDR воспринял. То есть здесь есть реально HDR. Пожалуйста, с Mac он его идентифицировал как HDR монитор. Мы это подтверждаем. Сейчас я перетяну сюда окно еще с настройками. Вот сейчас у нас как второй монитор. Вы можете задавать расположение. Ну, норм. Если он как HDR заработал и поддерживается через Type-C, это уже полезная, вообще классная штука. Вот серьезно вам говорю. Конечно, Retina дисплей выглядит покруче на MacBook Pro, но действительно неплохо он отрабатывает. Просто неплохо. Давайте попробуем расширенный динамический убрать. Посмотрим, как он так показывает. В сравнении, например, с тем же самым Mac, с тем же самым наклоном. Ну вот, видите, как есть. Я вам скажу, недалеко от оригинала. Очень неплохо отображает цвета. Слушайте, ну с Mac'ом тоже прошло отлично. Смотрите, есть автоматическое переключение источников. То есть он сейчас определил, что у нас подключился TV-бокс к внешнему HDMI. Автоматически переключился. Вот у нас подключился наш TOX 1. Попробуем поиграть что-нибудь в YouTube, вообще не принципиально. Попробуем какое-нибудь видео с нашего канала. Используем видео с 4К геоплейсов. Давай, включайся. И все отлично отрабатывает. Ха-ха. Вообще огонь. Сейчас мы спрячем строку. Давайте сначала. Давайте включаем. Вы знаете, неплохо. Вот неплохая цветопередача. Автофреймрейт, что ли? Блин. Ну какой здесь автофреймрейт, если он поддерживает только 60 Гц? Неплохая цветопередача, очень даже неплохая. Я знаю, как этот ролик должен выглядеть. Я вам скажу следующее. Не хватает немного яркости для полноценного HDR, это факт. Но это монитор, это не телек. Но в принципе, как, допустим, какую-то переносную штуку или где-нибудь поставить там в каморке, в гараже себе как телевизор можно. Хотя я его использую именно рассматриваю как монитор. А еще, наверное, на нем можно поиграть. Мы сейчас посмотрим, как отображается игровая графика. В тех же самых тестах игровой производительности в 3D Mark, да, здесь игровая производительность нормальная. Я не скажу, что я на этом советовал бы играть на плойке, на чем-то еще. Тут очень много различных моментов, но заявленный AMD FreeSync говорит о том, что он, возможно, подойдет неплохо для PlayStation. Плюс input lag в 4 миллисекунды. Неплохо, но смотреть на этом кино полноценно в 24 кадра нельзя, могу сказать сразу, потому что здесь у нас нет поддержки 24 кадров. Смотрите, здесь есть всего лишь 480, 720 и 1080 в 60 Гц. Ладно, ребят, готов пройти, прорезюмировать данный мониторчик, данное видео. Вообще натестировались, вы знаете, тестировали, все мне нравится. Не хватает немного яркости для полноценного HDR, абсолютно не хватает яркости, но при этом он мне нравится в качестве монитора, он работает как второй монитор неплохо для Apple, при этом с поддержкой HDR, вы это видели, и плюс вот это вот наличие множества портов, наличие динамиков, которые очень тихие. Вот вы слышали, как оно работает или не слышали, но это была максимальная громкость, которую он поддерживает. То есть это какое-то, знаете, такое вот фоновое воспроизведение. Я не скажу, что здесь супер какая-то акустика, потому что ее практически нет. Но при этом рекомендовать я его могу для тех, кто ищет именно такое решение. Если вы искали такое решение для, допустим, для второго монитора переносного, либо для второго монитора куда-нибудь с ограниченным пространством, то этот монитор подойдет идеально. Это неплохая IPS-матрица с хорошими углами обзора, с какими-то нормальными решениями, поэтому мы рекомендуем. Ну а ссылочка на данный монитор находится в описании под видео.